У меня в гостях сегодня Ростислав Ищенко, один из выдающихся аналитиков современности и ведущий аналитик медиагруппы «Россия сегодня». Здравствуйте, Ростислав. Добрый день. Очень приятно вас снова увидеть. У меня есть несколько вопросов по поводу событий, которые произошли на прошлой неделе. План Китая, 12 шагов, 12-шаговый план Китая. Ваше впечатление и какой анализ вы бы предложили этому плану? Ну, понимаете, я думаю, что китайцы очень неглупые люди и прекрасно понимали, что любой мирный план принят не будет, хотя бы потому, что об этом давным-давно заявили Соединенные Штаты. Они обозначили свой интерес, они сказали, что вначале победа на Украине, вытеснение оттуда российских войск и так далее, а потом уже переговоры о мире. И поскольку этот их интерес еще не достигнут, а они считают, что не могут при помощи продолжения военных действий, даже расширения, получить определенные дивиденды, то, соответственно, было понятно, что этот план будет отвергнут. Более того, я думаю, что в любом случае России он тоже не подходил, так как он не решал основную задачу, которую ставила перед собой Россия, то есть обеспечение безопасности. Он просто консервировал положение, которое сложилось по состоянию на настоящее время. А это положение, понятно, не удовлетворяет никого. Вопрос заключался просто в том, кто примет на себя ответственность за то, что план Китая будет отвергнут. И поскольку все прекрасно понимали, что ни Украина, ни Соединенные Штаты этот план не примут, то Россия совершенно спокойно сказала: да, нас этот план устраивает, мы можем вести переговоры дальше. При том, что вы понимаете, что переговоры никого ни к чему не обязывают. Можно начать переговоры, вести их 2 года и ни о чем не договориться. Соединенные Штаты сказали, что их этот план не устраивает. В общем-то, таким образом они развязали в определенной степени Китаю руки. Потому что Китай свой шаг сделал, он предложил мирное посредничество, от него в достаточно грубой форме отказались. Теперь Китай может пожимать плечами и говорить: ну а что поделаешь? Мы теперь тоже там хотим, помогаем России, не хотим, не помогаем, это уже наше дело. Вы же мириться не захотели. Тем более, что в общем-то, в китайской, вообще в восточной традиции, в китайской в особенности, подобным образом, кстати, отвергнуть предложение – это нанести оскорбление. А на оскорбление необходимо отвечать, иначе ты теряешь лицо. Поэтому будем ждать теперь китайского ответа Соединенным Штатам. Скорее всего, он будет тоже в дипломатической плоскости сделан. Но каким будет этот ответ, как он будет выглядеть, увидим. Но то, что он будет, в этом у меня никаких сомнений нету. Собственно, это демонстрация просто слабости и американской, и украинской дипломатии. Потому что если вы изначально заявляете заранее, что такие-то вещи для нас приемлемы, а такие-то неприемлемы, то вы даете своему оппоненту в руки оружие против себя. То есть он знает, до какого предела с вами можно доходить, о чем с вами можно торговаться, о чем нельзя. Он знает, что вы обязательно отвергнете. И таким образом просто ловит вас в очень незамысловатую ловушку. Вносит предложение, от которого вы обязательно откажетесь. Раньше, в общем-то, американская дипломатия очень умело на этом играла и десятилетиями вносила предложения, от которых отказывались, а потом Госдеп разводил руками и говорил: ну вы же видите, мы за мир. Но никто не хочет мириться. Теперь, в общем-то, в результате депрофессионализации американской политики в целом и внешней политики в частности, в эту ловушку сами себя заталкивают Соединенные Штаты. Потому что никто не мешал им тоже сказать: ну да, в принципе, переговоры можно вести. Не все нас, конечно, устраивает, но никого никогда все не устраивает. Ну давайте где-нибудь там встретимся, поговорим, обсудим. И дальше просто спокойно дело замотать в переговорах и забыть об этом самом мирном плане. Но они поступили по-другому, это, собственно, их проблема. Спасибо, Ростислав. Есть такой пункт в 12-шаговом плане Китая по поводу суверенности государств и границ.
Как вы интерпретируете этот пункт? Вот просто интересно, с перспективы видения Китая, что конкретно означает это заявление в этом плане, что все границы суверенны? И не означает ли это, что если бы этот план в какой-то степени был принят сторонами, то Россия тогда должна была бы увести свои войска с Украины, с украинской земли? Ничего не означает это. Потому что все границы суверенны, все границы нерушимы, значит, в соответствии с решениями ОБСЕ. Собственно, ООН создавалась в свое время для того, чтобы границы оставались нерушимыми. Значит, но как только границу надо изменить, сразу же находится тысячи причин, по которым это можно сделать. Вот. Ну, хотя бы в результате права нации на самоопределение. Сколько границ уже изменилось. Кроме того, у Китая у самого есть проблемы, пограничные споры. И я далеко не уверен, что Китай готов эти споры моментально урегулировать, отказавшись от своих претензий. Но оппоненты Китая тоже не собираются от претензий отказываться. Поэтому даже у Китая нет суверенных границ в полном смысле этого слова, потому что есть спорные территории, спорные участки границы, по поводу которых до сих пор не достигнуты договоренности с соседями. Там, с Индией, например, потом в этом самом в Южно-Китайском море есть проблемы там, с островами, с Японией есть проблемы с островами, с Вьетнамом, с Филиппинами там, и так далее, по поводу того, кто где свой суверенитет осуществляет. В основном сейчас Китай решает эту проблему силой, то есть давлением силовым. Вот. Ну, например, с Индией силовое давление не проходит, потому что в Гималаях особенно не повоюешь. Значит, и там просто фактически ситуация заморожена, да, сторонами, но продвижения к договоренности нету. Поэтому говорить о каких-то суверенных границах в современном мире не приходится. Но как лозунг это прекрасно. В любом в любом договоре это можно внести. Значит, а дальше уже можно спорить друг с другом о том до хрипоты, что такое суверенные границы, где они проходят и как их правильно проводить. Хотя бы потому, что две нерушимых основы мировой политики – это право государства на территориальную целостность и право нации на самоопределение вступают друг с другом в жесточайшее противоречие. Особенно в странах многонациональных, таких как Россия, Соединенные Штаты, да и Китай тоже. Значит, вот, и не только там, и Индия тоже. Вот, то есть любое крупное государство, а по сути дела, за исключением редких, там, таких как Польша, мононациональных стран, практически любое современное государство всегда, с одной стороны, обладает правом на территориальную целостность и на ее защиту, а с другой стороны, входящие в него нации имеют право на самоопределение. И до сих пор никто еще не смог определить точный баланс, как реализуется это право. Ну, придумали формулировку, что до тех пор, пока государство не осуществляет подавление национального меньшинства, вроде бы до этого право нации на самом деле не работает, начинает работать только после подавления. Тогда возникает вопрос, а вот, допустим, баски в Испании, они, ну, вроде бы как сами требуют отделения, хоть их якобы и не подавляют. Но после того, как они требуют, их начинают подавлять и рассаживать по тюрьмам. Это то подавление, которое уже позволяет требовать самоопределения, или наоборот, это реализация Испании своего права на территориальную целостность. И таких проблемных ситуаций в мире вагон и маленькая тележка. Значит, поэтому большая часть вот подобного рода, так сказать, планов, да, она состоит из заявлений и деклараций, которые принимают и международные организации в том числе. Она состоит из красивых формулировок, значит, с которыми легко согласиться. Но, как правило, работа над реальными договоренностями потом идет годами, именно потому, что необходимо выработать нормальное, одинаковое понимание реализации этих формулировок. Помните, Соединенные Штаты говорили, не надо считать, что Косово это прецедент. Косово это особый случай. Значит, а им в ответ Россия и многие другие государства говорили, нет, мы будем считать, что Косово это прецедент. И до тех пор, пока Соединенные Штаты могли силой предотвратить развитие косовского прецедента, они предотвращали. А как только такие возможности у них закончились, Косово стало прецедентом. И стали говорить, ну вот видите, ну да, Абхазия ушла, Осетия ушла из Грузии, ну и что, а Косово же тоже ушло из Сербии.
Значит, а если бы Соединенные Штаты продолжали бы реализовывать политику мировой гегемонии, у них были бы на это силы, то не было бы Косово прецедентом, а было бы особым случаем там, и так далее. То есть все зависит в конечном итоге от от глобальной расстановки сил и от готовности государств договариваться между собой об общем понимании и общей реализации одних и тех же формулировок. А так формула, какой бы она удобной и красивой ни была, она всегда подлежит трактовке, а трактовки могут быть диаметрально противоположными. Прекрасно, Ростислав. Вы, кстати, ответили на мой следующий вопрос, который мне не пришлось задавать. У вас настолько яркий, светлый ум, вы наверняка прочитали мои мысли. У меня как раз был вопрос по поводу этого противоречия между суверенностью и целостностью государств и вот это право народов на самоопределение, потому что когда президент Такаев в Астане, мне кажется, заявил, что пока Организация Объединенных Наций не устранит это противоречие, мол, мы, имеется в виду Казахстан, не признаем никаких квазигосударств, квази-новых образований. Вот вы как человек, в карьере которого есть запись дипломат, как бы вы разрулили это и что нужно сделать? Или так пусть остается, пусть государства сами путем переговоров пытаются выяснить, что является прецедентом, что является более важным, потому что такое впечатление, что это проблема. Как бы вы это, ну, я не знаю, определили, разрулили эту ситуацию и внесли ясность, или суверенность, целостность и право народов на самоопределение, но бесконечный конфликт, такое впечатление, что выхода как бы нет. Как бы вы это, ну, устранили, это противоречие, и есть ли возможность его устранить? Ну, дело в том, что это противоречие пока неустранимое. То есть мы можем обеспечить работой несколько тысяч дипломатов из разных стран для того, чтобы они десятилетиями вели на эту тему переговоры. Но до сих пор пока что весь опыт мирового решения таких проблем заключается в том, что свое право реализует сильный. Если государство достаточно сильно, чтобы отстоять свою территориальную целостность, оно ее отстаивает. А если национальное движение достаточно сильно для того, чтобы добиться создания собственного государства, или у него есть сильные союзники, национальное движение побеждает. Так было, так есть, и в обозримом будущем так и будет. И я вам скажу, что как только у Казахстана появится рядом государство, непризнанное, которое Казахстану выгодно будет признать, Казахстан его обязательно признает. Пока что у Казахстана есть одна проблема. Право нации на самоопределение предполагает, что весь Северный Казахстан, где русские являются до сих пор преобладающей нацией, теоретически может потребовать самоопределения и присоединения к России. Поэтому, безусловно, Казахстан старается осторожно, как и многие другие, кстати, государства, не чувствующие себя достаточно сильными для того, чтобы принимать формулировку в целом, да, он старается подходить к этому делу осторожно и, да, говорит, мы непризнанные государства не признаем. Значит, на определенном этапе Россия не признавала непризнанные государства, некоторые не признают до сих пор. Опять-таки, государство всегда исходит из своей собственной выгоды, а не из того, что кого-то надо или не надо признать. Никто же никого не обязан признавать. Вот. Но если окажется, что выгоды от признания какого-то возникшего рядом с Казахстаном непризнанного государства превышают издержки от возможных там каких-то там ситуаций с, собственно, казахстанскими меньшинствами, оно будет немедленно признано. И так поступают все и будут поступать. Потому что государство это, в общем-то, достаточно, ну, если можно применить этот термин, эгоистичная, циничная машина. Значит, она выполняет определенную функцию, да? Она не размышляет о морали, эта машина. Значит, она не размышляет о ценностях, она просто функционирует. Значит, отдельный бюрократ, отдельный министр, отдельный президент может быть высокоморальным и высокодуховным человеком, но это не отменяет сущности государственной машины. И если человек себя противопоставит этой машине, она его просто перемелет и выплюнет. Значит, а машина это работает очень просто. То, что выгодно, принимается, то, что невыгодно, отвергается.
Причем для этого не надо проводить опросы, голосование населения и так далее. Это государству понятно интуитивно. Государство фактически является, по сути дела, живым организмом, значит, который свои, кстати, выгоды, проблемы чувствует на уровне спинного мозга и их реализует. Поэтому в данной ситуации, что бы мы там ни придумывали, да, какие бы формулировки бы ни изобретали, мы всегда будем сталкиваться с национальным эгоизмом отдельно взятых государств. Единственная проблема – это выработка правил игры глобальных. Это пытались сделать в Ялте и в Потсдаме, не безуспешно. Но для этого необходимо глобальное равновесие. То есть необходимо как минимум два, а может быть и больше центров силы, между которыми можно балансировать. И тогда в рамках этого глобального равновесия можно реализовывать какую-то определенную общую для всех политику. Как только одно государство становится сильнее, чем все остальные, или группа стран, объединенных в блок, становится сильнее, чем все остальные, и может диктовать им свою волю, оно неизбежно скатывается к тому, чтобы диктовать свою волю. Потому что в таком случае оно начинает считать, что его интересы являются интересами всего мира. Так было раньше, и так пока продолжается. Может быть, в дальнейшем кто-то попытается отойти от диктата. Но это очень сложно сделать. Просто потому, что если вы становитесь самым сильным, к вам начинают обращаться как к мировому полицейскому. Если вы являетесь мировым полицейским, вы начинаете урегулировать чьи-то споры. Когда вы урегулируете чьи-то споры, вы принимаете чью-то сторону. И если кто-то потом отказывается принимать ваше решение, то вы должны это решение продавить силой. А для этого вам надо иметь на своей стороне, ну, как минимум, там, формальную поддержку всего остального мира. А поскольку государство, я уже сказал, эгоистичны, то вам приходится давить на них для того, чтобы они, заявили хотя бы о формальной вашей поддержке. Ну, как, допустим, как Соединенные Штаты собирали коалицию в Ирак, да, примерно. Многие там не очень-то хотели, но с учетом, взвесив возможные издержки от того, что не поссорятся с Вашингтоном, и возможные бонусы от того, что не примут участие там на уровне мы послали одного человека или мы вообще никого не послали, а просто поддержали на словах. Они решили, что да, лучше в данном случае принять сторону Соединенных Штатов. А ведь это был классический случай, да, когда мировой полицейский ввязывался, в принципе, в ненужную для него кампанию, просто для того, чтобы продемонстрировать, что он таки мировой полицейский. Что его надо слушать. Потому что если не слушает один, то потом не слушают все. Собственно, в этом же проблема у Соединенных Штатов и с Россией, и с Китаем. Россия и Китай слишком сильны для того, чтобы позволить собой командовать. А в таком случае Соединенные Штаты уже не гегемон. А Соединенные Штаты выстроили свою военно-политическую систему и финансово-экономическую на базе глобальной гегемонии. Если глобальная гегемония вынимается, эти системы рассыпаются. Если эти системы рассыпаются, нечем поддерживать достаточный уровень жизни в стране. Нечем поддерживать достаточный уровень жизни в стране, наступает дестабилизация. Это плохо. И поэтому вполне понятно, почему Соединенные Штаты сейчас так активно борются с Россией и с Китаем. Другое дело, что можно было раньше принимать другие решения. Раньше, где-то лет 20 или 25 назад, начинать необходимые реформы, не пытаться превратить успешную на определенном этапе рейгономику в постоянно действующую силу там, и так далее. Но, опять-таки, всегда есть во внутренней политике люди, которые связаны с интересами действующей экономической системы и не хотят, чтобы она, кстати, уходила, потому что это дает им возможность быть и в политическом плане, и в финансово-экономическом плане в топе. Да? И если рейгономика предполагала накачивание в экономике дополнительными, ну, я упрощаю, да, но кредитными деньгами, да, то эти кредитные деньги в конечном итоге обеспечивали чье-то благополучие. А когда этот поток стал в нулевые десятые годы бесконечным, то вы уже просто не могли лично, вот если вы на этом потоке сидите, вы не могли от него отказаться. Потому что это слишком большие деньги. Это деньги, которые превышают доходы всех наркокартелей мира вместе взятых. И они возникают из ничего. И из этой схемы вам просто не дадут уйти.
Значит, поэтому люди уже оказались намертво к ней прикованы, и это уже стало диктовать и их поведение, и внутреннюю, и внешнюю политику Соединенных Штатов, несмотря на то, что она, по сути дела, политика Соединенных Штатов стала антиамериканской, направленной против интересов американского государства, американского общества, именно в силу ошибок, допущенных еще лет 20 назад. И сейчас эти ошибки уже очень сложно, уже без кризиса, без жесточайшего кризиса, эти ошибки уже сложно преодолеть. Вот. Поэтому мы уже далеко ушли от начала вашего вопроса, поэтому давайте вернемся к нашей беседе, тем более, что у нас еще там минут 15 осталось. Прекрасно. Как человек, который живет в Америке, я полностью согласна с вашими словами по поводу того, что американская внешняя и внутренняя политика сейчас абсолютно не отвечает интересам американских граждан. Это прекрасная оценка, Ростислав. Подтверждаю. У меня вопрос к вам по поводу Приднестровья. Очень сложно разобраться многим, что там происходит, какие интересы, каких стран, и как вы видите развитие, потому что там поменялось сейчас, по-моему, кто у них премьер-министр новый. В Молдавии. Да, в Молдавии, простите, да, который говорит о том, что надо решить вопрос Приднестровья раз и навсегда. В Приднестровье находится большой склад оружия со времен Великой Отечественной войны. У России там находится, хочу сказать, в Транснистрии, у нас говорят в Америке Транснистрия, в Приднестровье, там миротворцы российские, там Украина хочет, Зеленский, подвести свои войска, может быть, к оружию подобраться, а может быть, убрать российских миротворцев. Как вы видите эту ситуацию? Какие интересы каких сторон и какой возможен выход, или все-таки будет эскалация этого конфликта в Приднестровье? Ну, будет ли там эскалация или не будет, я вам сказать не готов. Значит, потому что это слишком сложное сочетание интересов различных игроков. Но в упрощенном виде это выглядит следующим образом. В Молдавии традиционно между собой соревновались три политические силы. Это, значит, левые, значит, вначале коммунисты, а потом социалисты, которые видели Молдавию такой страной, интегрирующейся в Европу, но экономически дружащей с Россией для того, чтобы получать преференции на российском рынке, на который, собственно, была ориентирована продажа большей части молдавской продукции. Это молдавские националисты, значит, которые не очень любили Россию, стремились подальше от нее уйти в Европу, но были ограничены в своих возможностях тем, что была третья сила, румынские националисты, которые хотели интеграции Молдавии в Румынию. Молдавские националисты не хотели в Румынию. Они хотели, чтобы оставалось единое молдавское государство. И периодически эти силы меняли друг друга у власти, вступали в разные коалиции, но их равновесие обеспечивало более или менее молдавскую стабильность. То есть там происходили периодически какие-то там уличные возмущения, но в целом власть, даже если менялась досрочно, то менялась без больших потрясений. Все эти люди оставались в политике десятилетиями, и все они постоянно друг с другом то дружили, то враждовали. Вот. Сейчас ситуация изменилась. Изменилась она в силу того, что два крупных центра силы, Россия и Соединенные Штаты, на европейском континенте пришли к откровенному столкновению. А когда начинается столкновение, то вы уже не можете быть нейтральными. Вас вот эти вот огромные массы, да, они начинают притягивать. И все пространство разрывать. Либо ты союзник, либо ты враг. Значит, в этих условиях в Молдавии к власти при поддержке, кстати, Соединенных Штатов пришла Майя Санду, человек с румынским паспортом, настроенный резко по-румынски, представитель именно прорумынских сил в Молдавии, и человек, который считает, что Молдавию надо как можно быстрее интегрировать в Румынию. И она столкнулась с тем, с чем сталкивались ее предшественники. К власти-то прийти можно, а вот интегрировать в Румынию нельзя, потому что 2/3 политического спектра против тебя, 2/3 населения против тебя, то есть не лично против тебя, а против интеграции в Румынию. Во всем остальном они с тобой могут быть согласны, но не против интеграции в Румынию. Тогда Санду пошла путем переворота неконституционного, ползучего. То есть она попыталась начать запрещать оппозиционные политические силы, сажать оппозиционных политиков, но у нее неважно получалось, просто потому что спецслужбы, там, допустим, прокуратура на ее стороне,
но слишком большое количество против для того, чтобы реализовать без жесточайших потрясений безопасности скатиться в гражданскую войну, для того, чтобы реализовать вот эту идею отменить оппозицию и таким образом интегрироваться в Румынию. Последняя попытка сейчас Санду каким-то образом двинуться в направлении Румынии, меняя законодательное поле Молдавии, это принятие неконституционным большинством конституционного закона об отмене названия молдавского языка и присвоении ему названия румынского. То есть молдавский язык закреплен в Конституции Молдавии. У Санду нет людей в парламенте для того, чтобы внести изменения в Конституцию. Но есть простое большинство. Они простым большинством приняли обычный закон, которым обязали внести изменения в Конституцию. Ну, это, мягко говоря, махинация. По сути дела, опять-таки, попытка, ну, если не государственного переворота, то, по крайней мере, превышение полномочий парламента в данном случае. Ну и президента тоже, потому что она же будет подписывать или уже подписал этот закон. Вот. Значит, на фоне всего этого, для того, чтобы продавить свои эти, позиции, для того, чтобы продавить все-таки румынскую интеграцию, Санду необходима конфронтация с Приднестровьем. Значит, конфронтация позволяет сплотить народ и сказать, кто не с нами, тот против нас, значит, кто это самое, кто выступает против румынской поддержки, тот за Россию. Надо сказать, что Приднестровская армия сильнее молдавской, и понятно, что Санду пыталась вернуть Молдавию в серьезный кризис для того, чтобы можно было обратиться за поддержкой к Румынии, и таким образом сказать, видите, с той стороны Днестра Россия, а с этой стороны мы и румыны. Поэтому кто против Румынии, тот против Молдавии. Это, в общем-то, нехитрая комбинация. Она у Санду не получалась по одной простой причине. Потому что то есть молдавская армия не хотела воевать в Приднестровье и не хочет. Потому что молдавские генералы прекрасно понимают, выиграет эту войну Россия, они сядут на скамью подсудимых, как военные преступники. Значит, выиграет эту войну Румыния, их отправят на пенсию. Значит, а может быть даже не на пенсию, а просто в отставку без содержания, потому что румынам молдавские генералы не нужны, у них своих хватает. Значит, у них нет никакого интереса воевать и умирать из-за Санду. Значит, тем более, что большая часть молдавского бизнеса, молдавской экономики связана и с Приднестровьем, с сотрудничеством, а там за 30 лет особых противоречий не было, они вполне нормально экономически сотрудничали с Приднестровьем. И с Россией связаны, и совсем не хотят терять все эти свои доходы, да, и вместо этого сталкиваться с жесточайшим конфликтом, втягиваться в него. Вот. Поэтому, значит, у Санду не получается начать войну в Приднестровье. Но с другой стороны есть Украина. Значит, у Украины сейчас очень тяжелое положение на фронте в Донбассе. Там разваливается фронт в районе Бахмута. Значит, это серьезный не только военный, но и информационный удар по Зеленскому. Его каким-то образом надо гасить. Значит, и Украина заинтересована в том, чтобы провести операцию в Приднестровье, значит, разгромить Приднестровскую армию, даже если на этом складе уже ничего не осталось. Значит, это не так важен склад, как важна информационная составляющая. Хотя на склад они тоже надеются, но для них самое важное – это информационная составляющая. Для того, чтобы отвлечь внимание от поражений, вот мы одержали великую победу. В Приднестровье есть Приднестровская армия, Приднестровье – это территория, ориентированная на Россию, в Приднестровье есть российские миротворцы, вот всех их, значит, Украина победила, и все молодцы. Но поскольку Россия Приднестровье никогда не признавала, значит, и Приднестровье является непризнанным государством, то с точки зрения международного права это территория Молдавии. И с точки зрения России, с точки зрения Украины, с точки зрения Молдавии, с точки зрения Соединенных Штатов, с точки зрения Румынии, Приднестровье – территория Молдавии. И если Украина нападает на Приднестровье без согласования с Кишиневым, то она нападает на Молдавию, а не на Россию. И вот это вот проблема, которую пока что Киев обойти не может. Потому что Молдавия воевать не может и не хочет. И, ну, вернее, как Санду хочет, генералы не хотят. И пока что вот это вот равновесие у них ни в ту, ни в другую сторону не сдвигается. Но, по крайней мере, возможность Молдавии начать войну в Приднестровье парализован. И Санду не может объявить, что мы хотим воевать. Она говорит, нет, наоборот, у нас там все хорошо, мы воевать не хотим. Значит, и с Приднестровьем у нас все в порядке.
Значит, Украина не может напасть, потому что тогда она нападает на Молдавию, Молдавия должна как-то реагировать, когда на ее территорию напали. Значит, есть вариант, Украина готовит провокацию. То есть по принципу переодеть своих солдат в российскую форму и сделать вид, что они напали со стороны Приднестровья. Значит, и сказать, что теперь Украина обороняется. Но, в принципе, все эти планы уже 10 раз вскрыты там, и так далее. Понятно, что кто захочет, тот сделает вид, что он в эту провокацию поверил. Но, опять-таки, повторяю, есть в той же самой Молдавии есть большое количество людей, которые совсем не хочется верить во что попало, да, потому что они это наносит ущерб их собственным интересам. Вот. В результате ситуация пока что зависла. Ситуация зависла, и несмотря на то, что Санду поддерживают Соединенные Штаты поддерживают Украину, и несмотря на то, что им тоже выгодно, чтобы начался в России очередной конфликт, хоть с одной стороны для того, чтобы сказать, ну мы же говорили, что Россия нападает на всех, да? Вот она теперь воюет еще и с Молдавией. Значит, а с другой стороны, для того, чтобы втянуть в этот кризис Румынию, для того, чтобы усилить украинские войска, которые уже практически не в состоянии больше удерживать фронт. Значит, вот несмотря на все это, сейчас положение оказалось патовым. То есть нельзя не напасть и нельзя напасть. И какой выход в этой ситуации выберет Зеленский, мы не знаем. Значит, потому что решать будет именно он будет отдавать приказ своим генералам, все воевать готовы, его генералы готовы воевать везде и всегда. Вот. Значит, я думаю, что больше шансов за то, что Зеленский решит напасть на Приднестровье, потому что у него все равно уже выхода нет. Если у него сейчас рухнет фронт в Донбассе, то у него все равно рушится все. А утопающий хватается за соломинку. Но, опять-таки, стопроцентной уверенности в этом нету, потому что, повторяю, ситуация там очень сложная, находится в условном равновесии, да, которое в любой момент может быть нарушено в любую сторону. И самое главное, никто не может предсказать, кому будет хуже от дестабилизации в Приднестровье. То есть тому, кто сейчас эту дестабилизацию готовит, или тому, против кого эту дестабилизацию готовят. Благодарю вас, Ростислав. Спасибо вам за ваше время сегодня. И до следующего раза. Благодарю вас. И надеюсь, увидимся еще раз. Спасибо вам большое. Да, до свидания.